Когда эта собака отказалась оставлять ребенка спать одного, его родители забеспокоились. Выяснив причину, они сразу же вызвали полицию, и правда, которая открылась, была ужасающей. Прибыв на место происшествия, офицер Бентли понятия не имел, с чем он столкнулся. Диспетчер службы 911 сообщил ему, что какая-то женщина кричала, призывая полицию приехать. Что-то было связано с ее ребенком и собакой, но из-за рыданий было трудно разобрать. Бентли остановил полицейскую машину и взглянул на своего молодого напарника, чтобы убедиться, что тот готов. Еще когда он был новичком, Бентли показывал ему, как действовать в реальных ситуациях. И этот дом должен был стать для него настоящим прорывом, только он еще не знал об этом. Они едва успели дойти до двери, как она распахнулась, и женщина жестом пригласила их войти внутрь. Оглядев дом, я убедился, что все в порядке, но когда дама начала объяснять ситуацию, стало ясно, что все не так, как кажется. Она представилась как Джесси. Вместе со своим мужем Дэвидом они были молодыми родителями, у них только что родилась девочка. Бентли посмотрел на своего партнера, их взгляды встретились, и они дали понять друг другу, что они точно знают, что происходит, и почему этот ребенок в серьезной опасности. Родители рассказали им, что они оба беспокоились о реакции своего черного питбуля Бенджи, когда Джесси забеременела. И не без оснований. В начале беременности Бенджи лаял на Джесси всякий раз, когда она гладила себя по животу или разговаривала с ребенком. Бенджи всегда ревновал ее к другим собакам и особенно яростно защищал Дэвида. Теперь новая пара беспокоилась, что он может представлять опасность для ребенка. Дэвид удочерил Бенджи много лет назад, еще до того, как встретил Джесси. Когда они начали встречаться, Джесси испытывала опасения. Но когда она забеременела, и они быстро поженились, Дэвид смог убедить Джесси, что Бенджи не представляет угрозы. Несмотря на то, что Бенджи никогда не вел себя агрессивно, он так и не смог завоевать доверие Джесси. Она отказывалась играть с ним, гладить его и запретила входить в спальню. Дэвид понимал колебания своей жены, но надеялся, что со временем все изменится. А когда они этого не сделали, у него немного упало сердце. Он ждал рождения их дочери, думая, что, может быть, после того, как Бенджи проявит любовь к малышке, Джесси почувствует облегчение. Но произошло обратное. Через несколько дней после возвращения из больницы Бенджи начал вести себя странно. Он лаял всякий раз, когда кто-то из них брал дочь на руки, и прекращал лаять только когда малышка возвращалась в свою кроватку. И это было еще не все. После того, как они оставили свою дочь с новой няней Энн, что-то продолжало повторяться. Энн сказала им, что Бенджи не разрешал Лили спать одной. Бенджи прокрадывался в комнату ребенка всякий раз, когда дверь была открыта. А если она была закрыта, Энн замечала, что нигде не может найти Бенджи, пока не заглянет во двор перед домом. Невероятно, но собака перепрыгнула через забор с заднего двора на переднюю часть дома и сидела прямо у окна, выходящего на улицу. У этого обычно веселого пса было сосредоточенное выражение лица, язык был засунут внутрь пасти, а не торчал наружу, как это часто бывало. Однажды Энн наблюдала за Бенджи почти час, и он отказывался двигаться. Но что он делал? Когда Джесси рассказала об этом матери, ее первое подозрение пало на Энн. Хотя Энн была подругой детства Джесси, ее мать никогда полностью не соглашалась с этой дружбой. Она подозревала, что Энн оказывает дурное влияние, и Джесси знала почему. В старших классах один из родителей застукал ее за употреблением алкоголя. Эта новость распространилась как лесной пожар. С тех пор Энн стала опасной и ненадежной девушкой, и, казалось, она не могла смириться с этой репутацией. Дэвид и Джесси были полны решимости разобраться в странном поведении своей собаки. В последующие недели они наблюдали за псом и тоже заметили, что он не отходил от малыша ни на минуту. Особенно, когда малышка была в своей комнате, Бенджи был начеку. Отвезя собаку к местному ветеринару, они узнали, что с ней все в порядке, и у педиатра была та же история. С ребенком, казалось, тоже все было в порядке, но они искали не в том месте,
и были на грани того, чтобы обнаружить точное местоположение, на которое им следовало обратить внимание с самого начала. Дэвид решил взять дело в свои руки. Он работал продавцом компьютеров, а на его рабочем месте продавали системы видеонаблюдения. Потребовалось меньше пары часов, чтобы установить несколько камер в доме, особенно в комнате ребенка. К этому моменту поведение Бенджи все больше беспокоило его жену. Она и так была встревожена, а теперь, из-за этого странного поведения, еще меньше была уверена в том, что находиться рядом с Бенджи безопасно. Друзья и семья предупреждали ее о питбулях, и ей следовало прислушаться. Даже когда она запирала дверь в детскую, Бенджи, казалось, всегда находил способ проникнуть внутрь. Энн видела, как Бенджи перепрыгивал через ограду, чтобы посидеть рядом с комнатой их дочери. Очевидная одержимость собаки новорожденным вызвала у Джесси опасения за их безопасность. Дэвид знал, что единственный способ восстановить доброе имя Бенджи – это камеры. И вот когда однажды утром он передал их дочь Энн, он включил систему видеонаблюдения и с нетерпением ждал возможности просмотреть отснятый материал. На протяжении всего рабочего дня он притопывал ногой и крутил ручку. Обычно Дэвид был дисциплинированным сотрудником и никогда не уходил раньше 5 часов вечера, но впервые он выскочил из задней двери за несколько минут до официального окончания рабочего дня, запрыгнул в свой универсал и умчался прочь. Он нервничал из-за того, что мог увидеть, и, конечно, был в восторге от возможности наладить отношения Джесси и Бенджи. Когда он начал прокручивать пленку, все выглядело нормально. Сначала он прокрутил отснятый материал в 4 раза быстрее и ничего не увидел. Он повторил то же самое с удвоенной скоростью. И после того, как ему снова ничего не удалось увидеть, он начал просматривать фильм на обычной скорости. 2 часа спустя Джесси вернулась домой и присоединилась к нему. Ничего подозрительного, их дочь едва встала со своей кроватки. Энн была очень дисциплинированной и внимательной, возвращалась к кроватке каждые 10 минут или около того, чтобы убедиться, что их малыш в безопасности. Пока все шло хорошо. Но Бенджи все еще сидел возле детской кроватки, глядя в окно. Внешняя сторона окна была как раз за пределами поля зрения камеры. И все же, казалось, там ничего не было. Ни тени, ни малейшего признака движения. И Бенджи тоже никак не отреагировал, если не считать пристального взгляда, конечно. Дэвид и Джесси в замешательстве переглянулись. Они вернулись к работе над чертежной доской. И в течение следующей недели Дэвид продолжал корпеть над отснятым материалом, несмотря на то, что у него ничего не получалось. После 4-го дня Джесси попросил его сделать перерыв, но он отказался. Следуя ее указаниям, Энн на всякий случай начала закрывать окно и задергивать шторы. И на 6-й день Дэвид обнаружил нечто, что потрясло его до глубины души. Все началось с тени, такой слабой, что он едва ее не пропустил. Но темный силуэт на земле плавно двигался по оконной раме, проникая сквозь тонкие занавески. Его лицо было так близко к окну, что Дэвид мог четко различить его черты, увеличив изображение. Это был мужчина средних лет, и он пытался сохранить инкогнито. Но как только появилась тень, Бенджи разразился лаем, оскалив зубы и мотая головой в перерывах между криками. Вскоре в комнату вбежала Энн. Однако к тому времени было уже слишком поздно. Мужчина уже давно исчез, убежав, как только Бенджи начал лаять. Дэвид сидел на краешке своего офисного стула, не сводя широко раскрытых глаз с экрана. Он подождал, пока Джесси вернется домой, прежде чем позвонить в полицию, которая прислала офицера Бентли и его напарника-новичка для просмотра отснятого материала. Высокий, сильный мужчина с бицепсами размером со ствол дерева, Бентли до поступления на службу служил в армии. Он сразу перешел к делу, желая заверить их, что сделает все возможное для безопасности их дочери. Но у него также было для них необычное предложение. Сначала он сказал им, что они займутся этим делом, и проговорился, что совершенно точно знает, кто этот человек. Не желая их тревожить,
Бентли высказал предположение, что, вероятно, это был похититель, который путешествовал по разным районам города, забирая младенцев и передавая их родителям с целью получения выкупа. Дэвид и Джесси были в ужасе. Мысль о том, что их ребенок был так близок к опасности, выворачивала их наизнанку. Это заставило их обоих вздрогнуть, их охватило неприятное чувство, смесь вины, стыда и насилия. Полицейскому управлению не потребовалось много времени, чтобы подтвердить свои подозрения. У полиции было несколько описаний от разных семей, в том числе несколько нечетких снимков с камер наблюдения няни. Но они так и не смогли опознать его. Вот почему Бентли предложил им подождать, пока мужчина вернется, и наброситься на него. На самом деле, это была идея его напарника. Джесси была категорически против. Она хотела перевести Лили к своей матери, где та жила бы в многоквартирном доме на высоком этаже, вдали от улицы. Но офицер Бентли продолжал умолять. Дэвид был против этой идеи. Но в конце концов они были убеждены. Полиция назначила группу для круглосуточного наблюдения, и поскольку они не знали, когда этот человек вернется, Дэвиду и Джесси позвонили бы, как только появились бы какие-либо новости. Единственным облегчением было то, что Энн была полностью оправдана. Дэвид и Джесси извинились перед ней за то, что заподозрили что-то неладное, но она отнеслась к этому с пониманием. «Когда речь заходит о вашем ребенке, — сказала она, — рациональности не существует». Энн даже получила вялые извинения от матери Джесси. Энн воспользовалась возможностью, чтобы сказать семье, что она будет продолжать делать все, что в ее силах, чтобы защитить Лили, особенно в то время, когда полиция использовала ее в качестве части спецоперации. Это были самые тревожные 2 недели в их жизни. Дэвид больше не постукивал ручкой. Ему больше не нужно было пить кофе, и он почти не спал. Так вот, он вспотел в середине своей смены, возвращаясь домой, всего в нескольких минутах езды, во время обеденного перерыва, просто чтобы проведать свою дочь. Однако каждый раз, когда он приезжал, лихорадочно открывая входную дверь позвякивающими ключами, он врывался в детскую и заставал Лили мирно спящей. Полиции это не нравилось. Они думали, что это может помешать проведению операции. Но они знали, что, сказав что-либо, они рискуют получить одобрение семьи, которое и так уже было на исходе. Родители сказали опергруппе, что если в ближайшие несколько дней ничего не произойдет, они откажутся от своей поддержки. Затем, в последний день, полиция заметила подозрительную фигуру, приближающуюся к дому. На мужчине была бейсболка, закрывавшая большую часть его лица, и его невозможно было четко опознать. 3 разных подразделения связи следили за подозреваемым, записывали на видео в качестве вещественного доказательства и были готовы к нападению. Хотя он выглядел крайне подозрительно, формально этот человек еще не совершил никакого преступления. Им нужно было поймать его с поличным, чтобы предъявить какие-либо обвинения. Мужчина бесшумно двинулся к дому, едва шевеля плечами, скользя по воздуху, словно на роликовых коньках. Он казался спокойным и собранным. Его неподвижная поза наводила ужас. Полицейские сидели на своих местах. Их патрульные машины и транспортные средства без опознавательных знаков были расставлены по всему кварталу. Как только мужчина свернул, во двор их дома один из них позвонил родителям, как они и договаривались. Дэвид откликнулся первым, но еще до того, как ответить, он побежал на парковку, понимая, что означает звонок. Если бы он остановился, чтобы выслушать объяснение офицера Бентли, он, возможно, подождал бы. Но вместо этого он мчался по улицам, почти не оглядываясь по сторонам в поисках машин, лавируя между полосами движения. На одном из поворотов он задел задним колесом бордюр, чуть не отправив машину в штопор. Он надеялся только на то, что успеет вовремя. Джесси, приближавшаяся с противоположной стороны, делала то же самое. Ее костяшки пальцев побелели, когда она вцепилась в руль, а глаза были широко раскрыты, и она не успевала моргнуть. Вернувшись в дом, мужчина открывал деревянное окно. Он вытащил из кармана металлический предмет и с его помощью сорвал окно с карниза. После пары толчков
Окно открылось на удивление легко. Просунув голову внутрь, он увидел, что в комнате никого нет, даже той надоедливой собаки, которая помешала ему в прошлый раз. Он просунул внутрь ногу, затем другую, просунул голову под оконную раму. Оказавшись внутри, он снова огляделся. Дверь была слегка приоткрыта, и он слышал, как из соседней комнаты работает телевизор, но больше никого не было видно. Обратив свое внимание на детскую кроватку, он подхватил ребенка, уже завернутого в одеяльце, прежде чем выпрыгнуть из окна, чуть не споткнувшись, и убежать по улице. «У него получилось», — подумал мужчина, и уже начал представлять, как он собирается потратить деньги, полученные в результате преступления. В прошлый раз ему заплатили десятки тысяч долларов наличными, но Дэвид ничего не мог с этим поделать. Он шел с противоположной стороны улицы и, резко затормозив, бросился в погоню за человеком, в котором сразу же опознал преступника. Мужчина повернул в другую сторону, но в момент хаоса Дэвид и Джесси столкнулись на разных машинах, и они оказались далеко позади похитителя. К этому времени полиция уже следовала за ними по пятам. Джесси издала душераздирающий крик, который издает мать, потерявшая своего ребенка. Она указала на бегущего мужчину и закричала, молясь, чтобы кто-нибудь, хоть кто-нибудь, остановил его. В этот момент из-за ее спины, словно из ниоткуда, возник Бенджи, опустив голову к земле, напряженный и сосредоточенный, его быстрые, как молния, ноги двигались, как в тумане. Он несся в направлении, указанном пальцем Джесси. В то же время из машины без опознавательных знаков на природную полосу вышел Бентли, теперь одетый в костюм. Он выбрался на тротуар и бросился за мужчиной, быстро догнав его и врезавшись в него со всей силы, как футболист, в тот самый момент, когда Бенджи схватил мужчину зубами за лодыжку и подставил ему подножку. Когда огромное тело Бентли упало на него сверху, тело мужчины было раздавлено. Мужчина средних лет, застигнутый врасплох, тяжело повалился на бок, прокатился по траве и остановился. Сверток с одеялами выпал из его рук в паре ярдов от него и растянулся на земле, когда мужчина упал. Вскоре группа полицейских окружила подозреваемого, крича на него и прижимая к земле, несмотря на его сопротивление. Тем временем Бенджи бросился к одеялу, зарылся носом в него в поисках Лили и осторожно разорвал его. К удивлению Бенджи, ее нигде не было видно. Он лихорадочно огляделся по сторонам, возвращаясь к мужчине, которого теперь прикрывала полиция. Тем не менее, никаких признаков ребенка не было, и когда Дэвид и Джесси догнали его, они были в таком же замешательстве. Джесси упала на колени, не в силах разобраться в ситуации. Полицейские объяснили им, что они начали заменять ребенка пустышкой раз в неделю, в тот день, когда, как они знали, мужчина мог нанести удар. Когда они позвонили, то попытались сообщить об этом родителям, но не смогли сделать это вовремя, так как оба родителя бросили свои телефоны и бросились к дому. Услышав, что район безопасен, офицер-новичок вышел со стороны пассажирского сиденья припаркованной у дороги машины, крепко держа Лили на руках. Он был в восторге от того, что его первая крупная операция прошла так гладко, и на его лице расплылась широкая улыбка. Энн тоже вышла из полицейской машины. Полиция предупредила ее, что мужчина находится поблизости, и она укрылась в машине. Джесси подбежала поприветствовать свою дочь, укутала ее и стала успокаивать. Лили плакала, Джесси тоже. После семейных объятий Дэвид обнял Бенджи еще крепче. Он ни на секунду не сомневался в преданности Бенджи и испытывал чувство удовлетворения от того, что его вера в своего верного пса полностью оправдалась. Бенджи сделал все возможное, защищая их ребенка и выслеживая опасность. Дэвид сзади ткнул Джесси в плечо. Она робко подошла к Бенджи и опустилась перед ним на колени, надеясь, что он примет ее извинения. После короткой паузы, когда Бенджи наклонил голову, он забежал Джесси между ног, задрал голову и лизнул ее в лицо. Джесси никогда не испытывала такой сильной любви, и ей стало еще хуже от того, что она когда-то сомневалась в нем.
Но вскоре все было забыто. Джесси и Бенджи стали ближе, чем когда-либо, до такой степени, что Дэвид начал ревновать. Наконец-то у них была одна большая счастливая семья, и их дочь была в безопасности. Какая невероятная история! Расскажите нам, что вы думаете, в комментариях ниже.